призму времени и цифр попробуем разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр, это бывший Днепропетровск, который почему-то переименовали. Не знаю, область не переименовали, а вот город переименовали. Не знаю, вспоминаю второй раз об этом. Зачем? Так, к слову, пришлось. Глупость, она же человеческая, как она? Она везде, да. И вот почему-то у меня то ли я глупый, то ли люди, которые переименовывают города и думают, что от этого легче будет жить. Не знаю. Ну, напишите, в общем, вы разбираетесь, может, лучше меня. Итак, друзья, перед вами карта. Карта целого региона. Это Донецко-Приднепровский регион, куда до войны входило ну, достаточно много крупных областных городов-центров. Напомню, это город Днепр, о котором мы будем сегодня говорить, он же Днепропетровск, город Запорожье, город Донецк, город Луганск. Ну, сейчас, по факту, так сказать, Донецко-Приднепровский регион состоит из города Днепра, город Запорожье и Запорожская область, в общем-то, ну, процентов там, говорят, 16 под контролем осталось украинских, так сказать, войск. Все остальное – это территория не подконтрольна Украине. В общем, доруководились, довоевались, все идет своим чередом. Итак, друзья, город Днепр, давайте расскажу вам, как пользоваться данной информацией. Здесь много цифр, в общем-то. Чтобы веселее было, напомню вам такого персонажа Шерлок Холмс, который в своих расследованиях применял метод дедукции. То есть это научный на самом деле метод, который я применяю. Если очень кратко, ну, так, простым языком о нем говорить, то метод дедукции – это когда человек, он проводил расследование, я исследователь, то есть я исследую рынок недвижимости от общего и к частному. То есть сначала я вижу картинку полностью рынка в разрезе сегментов, в разрезе классификаций, а уж только потом, когда сводные данные как бы готовы, показываю вам уже декомпозированные данные, то есть что конкретно по каждому классу в разрезе административных районов, ну и так далее. То есть я надеюсь, я, ну, понятно вам объяснил, что такое метод дедукции, который я, как и Шерлок Холмс, применяю в своих исследованиях. Итак, друзья, давайте пройдемся очень быстро. Тезисно. Население в городе Днепре довоенное 966 тысяч. Ну, сейчас я так думаю, что 1070 осталось. Традиционно прошу, напишите, люди, которые смотрят меня из Днепра, а сколько на сегодняшний день, по вашему мнению, населения? То есть это визуально можно увидеть. Почему? Потому что количество людей в транспорте, на улице говорит о многом. То есть вот когда я жил в Киеве, я совершенно четко понимал, то есть я уже почти год не живу в Киеве, что в Киеве живет больше людей, чем до войны. Почему? Потому что это, ну, видно было просто и в общественном транспорте, и машины с номерами, так сказать, других областей. Реально было видно. Поэтому напишите, мне просто интересно, почему, так сказать, мы будем говорить о стоимости квадратного метра, почему вот эти процессы, которые мы будем обсуждать, они завязаны на количество населения, ну это 100%, то есть люди живут в квартирах. Итак, переходим от населения к количеству предложений на рынке жилой недвижимости, это первичный, вторичный рынок. Друзья, ну вот здесь особое внимание хочу уделить цифрам. Было выставлено для продажи в городе Днепр в апреле месяце 40 800 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. Друзья, вот подумайте только, что я с помощью, это вопрос, который мне чаще всего задают, я на него сейчас и по ходу отвечаю. Откуда информация? Значит, информация из интернета. У меня есть программное обеспечение, патент, авторское право на него, это уже на протяжении больше 10 лет я работаю с этим программным обеспечением, которое собирает всю информацию в интернете, а это крупные интернет-порталы, сайты и так далее, то есть все, что касается недвижимости, и не только, друзья, по городу Днепр или по Украине.
Я работаю также и с Кипром. Кто смотрит меня, тот знает. Итак, информацию то есть работает такой большой агрегатор, да, он собирает информацию по определенному алгоритму. Хочу напомнить вам 40 тысяч объектов, которые попали в генеральную выборку, которые участвуют в данном исследовании. Но это на языке статистики, это очень себе даже репрезентативная выборка. И самое главное, она еще и однородна. Я вам говорил о том, что я использую метод классификации. Это тоже научный метод, который позволяет мне, в общем-то, достаточно точно понимать, что происходит с рынком недвижимости в разрезе того или иного класса. Итак, рынок по предложениям, а работаем мы только, я и компания Lim Consulting, работаем только с предложениями. То есть это не проданные квартиры, как мне любят писать: Андрей, откуда ты знаешь, сколько было продано квартир, какая их нет цена? Да я не знаю, сколько было продано квартир и какая их цена. Я знаю количество квартир, которые были выставлены, друзья, вами же. Ну, если вы продавец, сами продаете, то выставляете в интернет свою квартиру. Если вы риэлтор, то тоже выставляете. А цену я, конечно же, не знаю. Мы говорим о стоимости. Это разные дефиниции. Цену знает только продавец и покупатель, который передает продавцу деньги, да. Но если еще есть риэлтор, ну, присутствует при сделке, то и риэлтор знает. Поэтому я говорю о стоимости. Это рыночная предполагаемая стоимость, которую я также, друзья, использую методологию научную, естественно, да, обрабатываю и применяю коэффициенты на торг, так называемые. Но чтобы долго не говорить, я в описании, вот описание канала внизу, да, вернее, видеоролика данного, в комментариях я оставлю ссылку на мониторинг рынка недвижимости. Это целая лекция, вы можете, кто заинтересовался, как я мониторю рынок недвижимости, откуда у меня стоимость появляется квадратного метра. Там все это очень подробно описано, так что посмотрите. В данном видео не буду ну, ваше внимание отвлекать на данную методологию, потому что это там минут 30 или 35, наверное, видео. Это будет неподъемный для многих людей материал, чтобы просмотреть все. Итак, дальше, друзья. Надеюсь, объяснил, да, по выборке, что это репрезентативная, однородная выборка. Поэтому достаточно точно я могу определить стоимость квадратного метра той или иной недвижимости, ну, в зависимости, опять же, от административных районов. Здесь мы говорим о сводных данных. Так, социальное жилье, друзья, буду говорить только в процентном соотношении. Снизилась, друзья, внимание, третий месяц, как стоимость квадратного метра, социальное жилье в городе Днепр показывает нам снижение стоимости квадратного метра. До этого, с второго квартала 2025 года по декабрь месяц и январь, там еще чуть-чуть, мы видели, как стоимость росла, причем не только социальное жилье, а и вся недвижимость в городе Днепр. То есть это и коммерческая недвижимость, ну и жилая, естественно. Поэтому, друзья, видим, что это, я предполагаю, возможно, уже вот эти тренды, которые мы будем наблюдать на протяжении всего года. Пока это всего лишь предположение. Дальше, социальное жилье, аренда, друзья, я даю такой показатель, который характеризует состояние рынка аренды. Сравниваем здесь мы уже декабрь 2025 год с первым кварталом 2026 года, видим, это март. Это долгосрочная аренда, друзья. Здесь мы видим динамику роста плюс 1,36%. В конце видео я более подробно буду говорить о пассивном доходе. Досмотрите, пожалуйста, это интересно для людей, которые уже сдают в аренду свои, так сказать, квартиры или собираются это делать. Для вас это будет, я думаю, что интересная информация. Дальше, друзья, переходим к эконом-комфорт бизнес-класс. Вторичный рынок также подешевел на 0,25% за месяц. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класс подорожали с какого-то перепуга на 0,20%. Но я всегда так говорю, с какого-то перепуга, хотя, друзья, здесь на самом деле логика поведения первичного рынка, она прослеживается. Ну, по крайней мере, я на протяжении многих лет об этом говорю. Чем отличается первичный рынок от вторичного, друзья? Давайте подумаем вместе.
Ну, я отвечу на этот вопрос. Отличается тем, что вторичный рынок, друзья, продается за доллары, ну или евро, да, то есть не продается за гривну. Хотя в договорах купли-продажи указывается, естественно, оценочная стоимость квартиры в гривне. Поэтому э, еще раз напомню, вторичный рынок это все в долларах или в евро. А вот первичный рынок, друзья, здесь в чем совершенно верно в национальной денежной единице в гривне. И это еще не построенные квартиры, это всего лишь какие-то инвестиционные договора с компаниями-застройщиками, которые там что-то вам построят, а может и не построят. Но при этом вы платите им гривнами. Не, конечно, вы можете поменять свои доллары или евро на гривны, принести им в кассу, сдать, получить ордерок, подписать инвестиционный договор и ждать, в общем-то, с моря погоды, построят или не построят. Поэтому это принципиальное различие первичного и вторичного рынка. И, естественно, первичный рынок подвержен девальвации, вот этим процессам, которые связаны сначала девальвация, ну это обесценивание гривны по отношению к доллару, потом включаются инфляционные процессы, то есть за обесцененную гривну все меньше можно купить товаров и услуг, а недвижимость является товаром, напомню вам. То есть дорожают кирпичи, дорожает свет, дорожает, ну электричество я имею в виду, дорожает все, включая, ну, энергоносители, там, бензин, работа людей дорожает, ну, по-разному бывает. Обычно у нас люди как-то так вот на последнем месте. Но так или иначе, то есть вы понимаете, что стоимость квадратного метра начинает расти на первичном рынке, еще не построенного, так как я перечислил ну, массу, так сказать, моментов, которые связаны с тем, что дорожает там электричество, энергоносители, стройматериалы и так далее. То есть, в принципе, вот здесь оно логично, что оно подорожало. Но почему я говорю с какого-то перепугу, друзья? Я могу смело вам об этом говорить, что на сегодняшний день при фронтовом городе Днепр, он же Днепропетровск, ну, найти человека, который бы, так сказать, был с деньгами и захотел купить квартиру, ну, я думаю, что это вряд ли вы такого покупателя найдется. Да, мне сейчас скажут, что Андрей, а вот сейчас много программ государственных, где людям, значит, есть житло, там еще какие-то, да, людям дают на руки там бумаги, условно говоря, ценные, да, назовем их так, за которые можно приобрести недвижимость. Так поспрашивайте у своих же коллег-риэлторов. Ну, я же знаю это. Во-первых, это смешные какие-то цифры, там количество людей, которые участвуют в этих программах, но оно супер ограничено, да и смешное. И деньги, которые дают, никто из продавцов с государством, поверьте, связываться просто не хочет. Почему? Потому что государство, это ж, вы же понимаете, это ж никак тебе не друг, не товарищ и не это самое, как не партнер, да, а наоборот, волк, собака и медведь. Как только ты свяжешься с государством, жди беды какой-нибудь. Поэтому, друзья, ну вот констатирую факт, как оно есть, так оно есть. Не приукрашиваю и не преуменьшаю. Поэтому зафиксировали рост на первичном рынке, плюс 20% квартиры эконом-класс. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 0,06%. Ну и первичный рынок элитный класс, друзья, здесь динамика снижения минус 0,13%. Итак, друзья, переходим от обобщенной картинки, да, это сводные данные. Помните метод, который применял Шерлок Холмс, дедукции, уже к совершенно верно